Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. Ох, уж этот шалун Тэхён. Хотя давайте все признаем, что Чингуку это нравится. Девятое место. Ревность Чингука. Бедный Хосок. Эти улыбки самые драгоценные. Когда я увидела этот момент, я подумала, что Чингук случайно положил свою руку на руку Тэхёна. Но смотрите, это было не случайно. Посмотрите, как мизинец Чингука нежно касается пальцев Тэхёна. У них нет случайных телодвижений вообще. Восьмое место. Эффект Ким Тэхёна. Это всегда положительно влияет на Чингука. Седьмое место. Флирт всегда и везде. Чингук и Тэхён всегда найдут способ держаться друг с другом за руки. Так мило. Похоже на сюжет дорамы. Тэхён так гордо улыбается победе Чингука, что Чингук сразу же пошел навстречу Тэхёна, как только он закончил. Чингук всегда идет к Тэхёну. Шестое место. Чингук, нарезающий еду для Тэхёна на мелкие кусочки, чтобы было удобно есть. Еда действительно может быть хорошим способом проявить заботу. Чингук очень вкусно готовит. Тэхён хороший ценитель. Ровно год назад Чингук и Тэхён в компании Вука увидели на премьере мюзикла «Пакхишина». Какое же было прекрасное время, вот бы вернуться туда. Пятое место. Просто Чингук прокручивает чат, вдруг Тэхён оставил еще один комментарий и меняет текст песни, на Тэхён уже ушел.
Чунгук такой влюбленыш. Похожий момент. Чунгук изменил лирику в песне и спел «Я хочу поддержать Тэхёна еще раз, прежде чем он исчезнет». Немного отвлечемся. Намджун упомянул Тэхёна. Фанатка спросила, разве Намджун не говорил, что хорошо позаботиться о Тэхёне? Намджун ответил, Тэхён уже обогнал меня, в 30 лет он преуспеет и позаботится о себе. Хасок, Намджун и Чимин пришли. Все, кроме Чунгука и Юнги. Они, кажется, были серьезны, когда говорили «увидимся в 2025 году». Время плакать. Фотограф, который работал на съемках ролика для Сим-Инвест, выложил новые кадры с Тэхёном. Он такой красивый! Боже мой, скажите, он разве человек? Он выглядит как ангел, который спустился с небес к нам на землю. Я не была готова к такой красоте. Теперь мне сложно дышать. Красный цвет и Тэхён – это отдельный вид искусства. Будь он одет в красный или стоит на красном фоне, или у него аксессуары с красными элементами, или волосы – это его цвет. Цвет любви, цвет страсти, цвет предупреждения, цвет спелости, цвет красоты – все про Тэхёна. Неожиданно появился новый кусочек видео с Чунгуком из аэропорта. Он прекрасен, как и всегда. Четвертое место. То, что произошло на репетиции перед концертом в Пусане в 2022 году. Чунгук, прием! Не забывай дышать. Спасибо, что хотя бы моргаешь. И так каждый раз же. Третье место. Любовь – это иметь общее чувство юмора. Они такие милые и смешные. Есть вещи, просто созданные друг для друга. Снег и горы, море и песок, звезды и небо. Но, к сожалению, с человеческими отношениями не все так просто. Найти именно своего человека – задачка не из легких. Некоторые люди тратят годы на то, чтобы найти свою вторую половинку. А кто-то уже нашел свою судьбу, но еще этого не понял. Именно для таких людей и была написана статья «10 признаков того, что вы идеально подходите друг к другу». На лидирующем месте находится признак одинакового чувства юмора. Если вы смеетесь над одними шутками, если вы смеетесь над шутками друг друга, это хороший знак. Очень часто одним из требований к своей второй половинке является наличие хорошего чувства юмора. Если ваше чувство юмора и чувство юмора вашего любимого человека совпадают, то вам никогда не будет скучно вместе. Пусть вам нравятся сложные шутки, пошлые или даже аморальные. Главное, чтобы вашей второй половинке тоже нравился такой юмор, чтобы не было чего-то вроде «Фу, как ты можешь над этим смеяться?». Вы должны находиться на одной волне. Второе место. Только лишь по одному полному любви взгляду можно понять, на кого смотрит Чунгук.
Ведь в этом мире есть только один человек, на которого Чунгук так смотрит. Не могу остановиться, все гляжу и гляжу. В одном взгляде любви целая жизнь. Тэхён сказал: мой идеальный тип – человек, который будет заботиться обо мне и делать много эгё. Чунгук все это делает для Тэхёна. Тэхён сказал, что хочет быть с очаровательным человеком. Когда в интервью попросили участников показать очарование перед Тэхёном, то он выбрал Чунгука. Вопрос: как вы думаете, какой участник мог бы быть красивой девушкой? Тэхён ответил: для меня это Чунгук. Он самый красивый. Наверное, он был бы самым красивым, если бы был девушкой. Первое место. Тэхён сказал: мое сердце в Пусане, и я не из Пусана, но он для меня как родной город. 그래도 부산은 뭐 고향이라고 할 수 자주 있죠. 갔죠. 저한테. Тэхён буквально назвал родной город Чунгука и сказал, что его сердце находится там. Куда еще громче. Это признание. Любой, кто захочет, заметит это. Тэхён потирает ногой бицепс Чунгука, занятый телефоном, а Чунгука все это совершенно не беспокоит. Это кажется таким естественным, частью их повседневной жизни. Это такой интимный жест, чрезвычайно домашний. Эти привычки приобретаются с врожденной привычкой. Во время своего промо Тэхён несколько раз упоминал, что Чунгук помог ему записью песни, позволив записать ее у себя дома. И сказал, что отведет его на необитаемый остров, потому что Чунгук сделает все, что попросит Тэхён. Вопрос: кого из участников вы бы взяли на необитаемый остров? Ответ Тэхёна: Чунгук. Если я попрошу его что-то сделать, он это сделает. Поскольку Чунгук давал советы на протяжении всего альбома Тэхёна и послушал его песни первым, который был для него действительно важен, мне до сих пор кажется, что это один из самых настоящих и глубоких поступков, потому что не может быть такого, что Тэхён не упоминал Чунгука больше, чем во время своего продвижения. Потому что любовь, которую чувствует Тэхён, говоря о Чунгуке в любой момент, всегда дает нам понять, насколько он может быть влюблен, не упуская возможности упомянуть его, даже по малейшему поводу. Почему мне кажется, что они хотят кричать о том, что они вместе? Та самая белая кепка на эфире Чунгука. Помните, когда Чунгук был интровертом, который не любил объятий и прикосновений, но Тэхён смог войти в эту закрытую дверь и поселиться там навсегда? Это кажется еще более милым, когда ты понимаешь, что это Чунгук тянул Тэхёна. Тэхён любит носить вот такие длинные юбки. Чунгук и Тэхён носили еще юбки в месяц Прайда 2 года назад, когда выступали с Butter.
А еще Чонгук год назад в июне был тоже в такой длинной юбке, как Тэхён на фотосессии для Селин. Так что мне кажется, это зеленая юбка. А еще Тэхён был в этой фиолетовой футболке. Надпись «Подвергать сомнению все». Тогда Чонгук и Тэхён были единственные в красно-оранжевых юбочках. Раф Симмонс – бельгийский дизайнер, на Тэхёне футболка его дизайна, второй креативный директор Prada с февраля 2020 года. Если говорить о сексуальной ориентации Рафа Симмонса, то он гей. Он популярный модельер из ЛГБТ-сообщества. Во многих случаях он придумал проекты на ЛГБТ-тематику. Поступив так, он вошел в список самых популярных ЛГБТ-дизайнеров моды в мире. Кроме того, он также встречался с мужчиной в прошлом. Я думаю, что Тэхён сам уж точно выбирает одежду. То есть те шорты точно, и аутфит в аэропорт. А еще в прошлом году Тэхён в месяц Прайда носил несколько вещей от создателей ЛГБТ-пар, которые в реале женаты. Надпись в Париже, возле которой Тэхён сфоткался: «Мужчина плюс мужчина». Кажется, что Чонгук специально ждал Тэхёна, чтобы обнять его. Он так заметался. Это так мило. Тэхён всегда поддерживает Чонгука, чтобы ему не было неловко, когда он говорит речи. Чонгуку так комфортно рядом с Тэхёном. Кажется, он чувствует себя с ним более уверенно, все заботы уходят. Чонгук сказал: «Когда я был трейни, я был настолько стеснительным, что я не мог ни с кем познакомиться. Я не умел заводить новые знакомства. Однако, когда появился Тэхён, моя стеснительность исчезла. У нас с Тэхёном одинаковые личности. Благодаря Тэхёну я перестал стесняться. Мы начали сближаться с Тэхёном, и он стал нравиться мне все больше и больше». Тэхён сказал: «Чонгук был очень стеснительным, но он перестал быть таким застенчивым, когда сблизился со мной». Когда Чонгук сказал: «Тэхён, я люблю тебя», то Тэхён сразу прикоснулся пальцем к его руке и, кажется, показал знак «Я люблю тебя», отвечая ему. Биг Хит своим переводом ничего не изменит, потому что Тэхён показал жестом, что тоже любит Чонгука. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!